Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня четверг, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, 19 августа. Итак, в общем, покажу, чем я занималась. В предыдущем вязовлоге я показывала, что связала детальки для лисички. Кстати, в этот раз вот сделала кончики лисички вот такие черненькие. Увидела у кого-то из девочек на фотографии. И хвостик с черненькой полосочкой. Да, тут у меня где-то переход. Вот. И вот такая вот заготовочка. Да, вот так мало связано, но все виною вот этот вот процесс. Кто подписан на меня в Инстаграм, тот видел, что я начала свитерок. Ну, в моем случае это будет топ. Свитерок, топ, джемпер. В общем, хотела джемпер. Давайте так. Плечевое изделие. Хотела, в общем, связать себе плечевое изделие, ажурное, ромбами. Но так как не хватило пряжи, а хотела я именно такого цвета, поэтому будет вязаться топ. Да, это такая предыстория якобы. Я уже показывала, прикупила вот такую вот ниточку Yarnart Baby Cotton, 50 акрила, 50 хлопка, цвет 446. Это, кстати, цвет очень похож на 76-й Yarnart Jeans. Вот прям, ну, может быть, чуть-чуть поярче, а так вот смысл один и тот же. Камера, конечно, его передает каким-то голубым и темнее, но на самом деле это не так. Вот. В общем, вяжу. Ладно, в общем, топ вяжу. Потому что будет короткий рукав. Ну, футболка же не назовешь. Будет вот таким вот ажурным узором. Но узором будет только кокетка. А остальное там будет лицевой гладью. В общем, долго думала, какой мне топ выбрать, либо там джемперок. В общем, искала на ютубе разные мастер-классы, просматривала. И увидела один такой, мне вроде понравился. Он такой желто-картичного цвета был, ну, на картинке, да. Вот. И думаю, зайду, посмотрю, что там, как там. Посмотрела. Мне очень повезло, что там именно мой размер. 50-52 было написано. И женщина вязала, в общем, спицами тройкой. Но у меня тройки нету такой вот, как бы, чтобы и длинный тросик был, там и все дела. Поэтому я на 3,5 вяжу. В принципе, кофточка ажурная. Если так приложить, то, ну, в принципе, не особо там и просвечивает. Есть, конечно, какие-то моменты, да. Но, в принципе, не критично. То есть я такое ношу. Вот. И, в общем, я зашла, и мне так понравился мастер-класс. Я вообще, ну, смотрела, думала, какой-нибудь узор найти там или что-нибудь такое. И обычно регланом вязать. Но мне так понравилось, что каждый ряд попетельно показывают. Я что-то не помню, чтобы я что-то так, ну, вязала. Кстати, он закручивается, потому что, ну, здесь два тросика я соединила. И, в общем, оно так в жизни не будет. В общем, сбилась. Мне очень понравился мастер-класс. Мало того, что показывается каждый ряд, так я еще зашла в описание под видео, ну, чтобы посмотреть там какие параметры, там все. И представляете, там по каждому ряду есть тайм-код. То есть нажимаешь первый ряд, второй, там, третий, четвертый. Очень удобно, допустим, какие лицевые ряды заходишь, нажимаешь на время и все, пишет. Там пятый, шестой ряд вяжем лицевыми. Там по узору. И показывается попетельно, как связать раппорт узора. Я вообще так была, ну, как сказать, удивлена, не удивлена. Ну, в общем, мне так понравилось. Я думаю, ну все, буду вязать именно этот.
очень все легко, там все село. Ну и кто видел в Инстаграм, мне пришлось распускать. Вот видите, у меня здесь платочная вязка, да, так на горловине начинается 4 рядочка. И потом, по-моему, в 5-м рядочке нужно было сделать прибавки. Ну и, в общем, по невнимательности я эти прибавки пропустила. Далее вязала все вот так по узору, тут вяжу. И потом в следующем, вот здесь вот где-то ряду, надо было делать распределение на узор. И вот здесь уже второй ряд в узоре, где надо было делать накид. Накид. Да, накид. В общем, я вот 30 лет жила и никогда нигде не слышала почему-то накид. Но когда появился канал, мне почему-то начали говорить накид, накид. Ну, у нас все говорили накид. Накид, делаем накид, накид. Не знаю, в общем, никогда не обращала внимания на это, но, видимо, некоторым очень режет слух, поэтому будем говорить, ну, не говорить, но хотя бы стараться говорить накид. Я, кстати, иногда вырезаю этот накид и проговариваю заново, что это накид. Ну да ладно. Речь не об этом. В общем, распределила этот узор, и у меня не сошлись петли. Думаю, да как так? Я распустила один рядок, перевязала заново, опять не сошлось. Сижу, думаю, да что же такое? А потом оказалось, я уже пересмотрела видео все подробно, и оказалось, что у меня вот здесь вот нету прибавки. И у меня не хватает 24 петли на узоре. Ну, я посидела, погоревала, распустила это все дело до сюда и начала вязать заново. Все вязалось прекрасно, где-то вот до этих моментов. Здесь я начинала путать, не путать, а терять вот эти вот накиды. Вот, и, ну, в общем, 2 раза распустила, уже хотела начать что-то другое, думаю, ну, господи, ну, как-то провяжу ряд. Начинаю следующий, у меня не хватает петель, чтобы завершить. И я тогда начала ставить маркер, то есть провязала раппорт, да, что-то у меня сегодня совсем все плохо. В общем, провязала раппорт 12 петель, поставила маркер, провязала 12 петель, опять поставила маркер. И вот таким образом вот эту вот часть, такую максимально ажурную, я вязала. Потому что иногда просто забывала накид сделать. Вот. В общем, вот такие вот дела. Вот такая красота у меня вяжется. Кстати, оставлю вам ссылку, вдруг кто-то захочет повязать что-то подобное. Там, кстати, очень много просмотров, хотя видео не очень старенькое. Наверное, месяц где-то видео. Вот. Но мне очень понравился мастер-класс. Все подробно, попетельно. Я не знаю. Прям я вот вчера сидела и практически ничего крючком не вязала, а извязала вот весь моточек. У меня на вот этот вот круг, ну не знаю, сколько здесь сантиметров. Так, ну здесь, наверное, немного, но в принципе петель много. Так, ну где-то 12 сантиметров я провязала. Здесь у меня уже по кругу 264, по-моему, петли. Ну, в общем, я могу ошибаться. Вот. Ну, в общем, ушел на это все дело у меня ровно один вот такой вот моточек 50 грамм. У меня всего 350 грамм, но у автора в расходе написано, что на топ размером 50-52 нужно 210 грамм. Даже если я вяжу спицами побольше, ну, все равно, думаю, в 300-350 грамм я должна вписаться. Вот. И все. Больше пока мне ничего не связано. Да, как-то так. Кстати, мне там еще идет посылочка. Я совсем забыла вам рассказать.
Я периодически в Инстаграм участвую в разных, ну, розыгрышах там, все такое. Вот, и представляете, ну, может быть, кто подписан на меня в Инстаграм, тот видел. Я на днях выиграла набор пряжи. И вот мне уже пришла смс-ка, что пряжа пришла. Но сегодня у меня дождь, и так как мужа нету, в общем, муж приедет завтра, и, в общем, съездим за посылкой. Не хочу по дождю идти, либо там вызывать такси. В общем, потерплю один день как-нибудь. И покажу вам, что я там выиграла. Думаю, будет интересно. Это, в общем, бобинная пряжа, но велюровая. Вот, она отлично подходит для вязания игрушек. Ну, как бы я видела. Вот, но придет, посмотрим вместе. В общем, на сегодня будет это все. Увидимся в следующем подключении. Я покажу, какую балеринку начала вязать. Все. Пока-пока. Всем привет. Сегодня у меня понедельник, и я подключилась, чтобы показать, чем я занимаюсь. Буквально в предпоследнем видео я спрашивала вас просьбу подсказать мне, по какому мастер-классу бы мне связать красивенькую балерину. Ну, как видели в последнем видео, я балеринку уже связала одну. И вот я начала вязать вторую. Это я вяжу балеринку по мастер-классу, который был самый популярный у меня в комментариях. Я, в общем, сейчас буду подробно, точнее, постепенно, но подробно показывать, что я вяжу. В общем, связано у меня 2 ручки. Связано у меня тело. У меня такие смешанные чувства по этому поводу. Я видела в оригинале, какая балеринка получается у мастера. Ну, как сказать. Идея-то не мастера, конечно. Мастер-класс это один, но я видела, как, допустим, другая мастерица вязала по этой схеме. Немножко у меня здесь переход цвета не в том месте, но, в принципе, не в этом суть, а суть в размере. Мне почему-то кажется, что у мастерицы эта куколка намного побольше. Чтобы вы понимали, я здесь увеличила количество рядов в ножках. То есть в мастер-классе там было 13 рядов, я сделала 20. То есть на 8 рядов я увеличила ножки. И все равно я смотрю, какая-то она чудная. Итак, не знаю, узнали вы данную балеринку или нет, но все мне очень ее рекомендовали связать. Мне кажется, моя совершенно не похожа. Я ей связала даже вот этот вот пучок сюда. Вот. Это сюда я пришью. Но тем не менее. Она у меня не такая симпатичная. И мне кажется, что она у меня меньше, чем у автора. Ну, и у автора, и... Не знаю, узнали вы или нет. Вот сейчас покажу. Вот так уже, наверное, будет более похоже. И вы, наверное, уже угадали по вот этой вот юбочке, что это у меня будет балеринка, как вот вяжет Маруся Прокопенко. Это автор, в общем, сейчас не скажу, по-моему, Анастасия Макеева. Ну, это может быть и неверно. Я, если что, вам здесь подпишу, чей мастер-класс, но и также оставлю ссылочку в описании. В общем, юбочку я тут начала делать. Ну, смотрите, она у меня какая-то такая полупрозрачная получается. Возможно, когда я ее сделаю попышнее, и она будет, ну, в общем, не такая. Здесь у меня фатин длиною 15 сантиметров. Видите, он практически прозрачный.
Вот, и я вот сейчас начала делать юбочку. Потом думаю, чего я сижу, надо подключиться, показать, чем я тут страдаю. У меня вот даже юбочка это получается прям по ножке. Не знаю, в общем, это мастер-класс, ну не мастер-класс. В общем, там все сложно. В общем, таких балеринок вяжет Маруся Прокопенко. Всеми вами известно, и вы мне в комментариях писали, что вот попробуй по ее мастер-классу связать балеринку. Единственное, что мне непонятно, это либо я вяжу слишком плотно, либо у Маруси Прокопенко более рыхлая вязка, либо, может быть, у нее что-то поменяно в схеме, но, скорее всего, нет. Скорее всего, просто это я так вяжу. Вот. И у меня получилась, ну, вот такая вот, смотрите. Она помещается на ладошке, вот такая вот балеринка. Хотя, может быть, просто у Маруси Прокопенко руки поменьше. В общем, я не знаю, на что. В общем, не знаю, как себя оправдать. Но балеринка очень маленькая. И вот даже юбочка в 15 сантиметров, да, она согнута пополам. У меня она получается очень длинная. Несмотря на то, что в мастер-классе, где Маруся Прокопенко показывает, как вот сделать эту юбочку, она говорит, что у нее вот эта ленточка 17-20 сантиметров. Ну, в общем, я делаю выводы, что моя куколка намного меньше. Вот. Но, опять же, как я всегда говорю, я ее соберу, и, может быть, она будет очень даже прекрасна. Но пока, мне кажется, она просто маленькая и не похожа на ту, которая, в общем, у другой мастерицы. Вот. Так. Хотя, наверное, надо это дело убрать. Кстати, если я не ошибаюсь, то в начале этого вязовлога я вам рассказывала, что я участвовала в розыгрыше и победила. И выиграла наборчик вот такого вот плюшика. Это велюр. Вот хочу показать. Я выиграла каталог и набор пряжи. Вот, покажу вам Инстаграм. Вдруг кому-то понравится, заинтересует. Оставляю вам сразу контакты. Вот. Это ни в коем случае не реклама, ничего. Просто совершенно случайно увидела, что девушки участвовали в розыгрыше, и я решила тоже поучаствовать. И вот мне повезло. В общем, покажу сначала каталог. В общем, это велюр такой тоненький. В 50 граммах 180-190 метров примерно. Как я поняла, это производитель Китай. Но я видела сравнение пряжи. Есть, кажется, фирма Катя. И там вот такой наподобие велюр. Он очень похож на него. Вот. Только не знаю, какой там производитель у этой Кати. То ли Германия, то ли Италия. Ну, в общем, неважно. У нас это вот китайский велюр. Смотрите, какая палитра цветов. Солнце, конечно, зашло. Но, я думаю, видно. Вот здесь такие более пастельные. И вот смотрите, какой хорошенький был бы на гриву единорогу. Такой желтый, голубой, розовый. И еще там в магазине есть вот такой вот тонкий велюр. В 50 граммах 500 метров. Ну, это вообще прям для таких, знаете, ну, кто любит вязать миниатюры, наверное. Ну, прям такой, знаете, очень-очень-очень тонкий. Ну, я думаю, вы представляете, да? Какой он тонкий. Вот. Так. Итак, смотрите, мне пришли вот такие вот моточки. По-моему, их было 18 моточков. Но в моточке не 50 грамм, а 25. Ну, в общем, такой был лот для розыгрыша. Цвета все такие вот красивенькие.
Но, наверное, из-за того, что такое освещение, оно передается не совсем правильно. Вот такой белоснежно-белый. Прям белый-белый. Так. Кстати, кто-то мне в Инстаграм спрашивал, ну, я выставляла в сторис, что выиграла, да, и кто-то меня спрашивал, жесткий ли велюр. Нет, он совершенно не жесткий, он такой же мягкий, как, допустим, Dolphin Baby. Единственное, немножко пожестче, это вот такие вот моточки, которые из нескольких цветов, такие меланжевые, да? Ну да, секционные, меланжевые. Нет, меланжевые, в общем. Вот такие вот моточки, которых те немножко, знаете, такие как бы шершавенькие, но все равно этот велюр поприятнее, чем велюр, допустим, от Ярнард. Вот. Здесь, конечно, метраж побольше, но все равно. Вот такие вот расцветочки. Эти, кстати, разные. Здесь вот вкрапления есть желтенькие, а здесь без желтеньких. Есть вот такой вот цвет. Тоже интересно, такой черно-белый. Прям хоть зебру вяжи. Или котика какого-нибудь. Такой вот темненький. Так. Ну, вот эти самые такие, знаете, яркие, красивые. Я уже приметила. Свяжу вот такую вот, наверное, единорожку. Вот только на гриву я не знаю, как придумать мне. Ну, в общем, посмотрю. В принципе, может быть, вот такую гриву сюда приделать. Здесь голубой. Совсем немножко серого, белый. Я думаю, в принципе, можно так сочетать. Смотрите, вот такой вот есть. Вот такого свяжу мишку. Прям такой красивый шоколадный цвет. Кстати, в жизни он не такой вот... ну вот я смотрю на камеру, он кажется прям такой блестящий-блестящий. На самом деле нет, он не совсем прям такой блестящий. В общем, не знаю, почему он так передает. Вот. Вот единственное, я не знаю, что из зеленого буду вязать. Ну, кстати, не очень правильно передает. Он не такой вот... В общем, он просто зеленый, а на камеру передается немножко с какой-то бирюзовостью, наверное. Хотя вот красный правильно передает. В общем, вот такие у меня моточки появились. Очень я рада розыгрышу этому. Очень я рада, что выиграла. Я вообще не очень часто что-то выигрываю. Ну, в принципе, я не очень часто в чем-то участвую. Но у меня было вот желание очень большое попробовать какую-нибудь новую ниточку. И, в общем, у меня это сбылось. Как раз мне такой подарочек получился на день рождения. Здесь не хватает одного моточка. С него вот осталось вот столечко. Я уже начала вязать. Я прям не удержалась и прям вот в этот же день начала вязать. Так, немножко уберу, наверное. Я начала вязать вот из беленького. Так как, в общем, не знала, хватит ли у меня такого маленького моточка, да. То есть здесь 25-27 грамм. Ну, в основном по 27 я там пару моточков взвесила, чтобы просто понять, сколько мне на игрушку уйдет. Вот, начала с беленького. Белый очень такой нежный, приятный. Второе ушко связала из вот этой вот ниточки такой вот серо-белой, меланжевой. Вот, это уже ушко немножко, не то что пожестче, но вот, ну как, само покрытие вот такое, ну, немножко шершавенькое. Если вот это гладишь, оно прям такое вот нежное-нежное, то вот это немножко шершавенькое.
связан у меня вот такой вот хвостик. Ну, кто вязал по моим мастер-классам, тот знает, что это вот будет котик у меня с разными ушками. Саму заготовку я тоже связала. Получился у меня вот такая вот заготовка. Такая, в общем, интересная. Игрушечка получилась вот такая, знаете, прям вот мягенькая. Я ее не стала очень плотно набивать. Все потому что эта пряжа, ну, как вы понимаете, плюшевая, да, и она очень растягивается. В отличие от полухлопка. Вот, поэтому игрушечка получится немножко, вот голова больше. Кстати, кто-то мне писал, ну не кто-то, а даже пару человек писали, что вяжет, и у них голова получается больше. Вот, смотрите, в этом случае у меня тоже получилась голова больше. Даже вот подготовила олененка. Вот смотрите, если так сравнивать, да, то визуально получается, что, ну, по крайней мере, я вижу, что голова больше, чем она задумана. Вот. Я думаю, что если в следующий раз буду вязать по этой схеме, а я, в принципе, планирую единорожку связать, вот какую-нибудь такую розовенькую, а из вот такого хочу тигренка. Я уже проверила, одного моточка хватает на целую игрушку, и вот еще вот столько остается. Я думаю, даже если лапки вязать вот этим цветом, все равно, в общем, хватит. Но я так подстраховалась на всякий случай. Вязала белые кончики, чтобы наверняка мне хватило. Вот. В общем, я хотела сказать, что если что, буду вязать голову на одну прибавку поменьше, чтобы из этой пряжи игрушка получалась чуть-чуть с меньшей головой. В принципе, и так, как бы голова задумана, что это, ну, как бы детеныш, да, он побольше, но все равно тогда ушки не совсем вот по пропорциям, по тем, которым у меня задумано. Вот, так как полотно растянулось. Так же, как и другие девочки вот пишут, что у них голова побольше. Но они там вяжут галочками, и у них голова просто при набивке также вот расширяется. Ну, а так мне очень даже нравится. Смотрите, какая фактура получилась. Кстати, вязала полотно 2,25 кловером. Можно было, конечно, и двойка вязать, но я подумала, что будет сильно плотное полотно. Ну, на самом деле нет. Я когда вязала, она прям вот такая, знаете, как тряпочка. Прям полотно, ну, непривычное. Ну, в общем, смотрите. Я эти места не набиваю. Ну, вот. Оно такое мягкое, пластичное. Вот. Ну, и хвостик не набивала, видите, какой. Прям, ну, приятно, хорошая пряжа. Вот. Вот такая вот у меня радость. Я теперь хочу немножко отложить вязание там свое, которое я вяжу. Вот. И очень чешутся у меня руки повязать вот этих малышей из вот такой вот пряжи. Ну, хотя бы вот 2 свяжу. Может быть, на этом у меня запал закончится. Очень хочу тигренка и единорожку. Хотя для единорожки я не знаю, какую гриву сделаю. Но у меня, в принципе, там софти есть. Может быть, и софти гриву попробовать. Ну, в общем, посмотрим. Вот такие у меня новости на сегодняшний день. Я еще там немножко повязала джемперок, топ, да, который я вяжу. Ну, не буду его показывать. Я думаю, он вам не очень интересен. Вот. Все-таки у меня больше канал про игрушки. Поэтому, как будет там какое-нибудь большое продвижение, я его еще раз покажу. Вот. Кстати, на камеру так интересно. Знаете, прям какой-то мраморный такой. Вот. В общем, пошла повяжу. И подключусь уже, может быть, завтра, может, послезавтра. В общем, когда будет что показать. В общем, как-то так. На этом все. До следующего подключения. Всем привет! Сегодня у меня четверг.
Хотела, конечно, подключиться последний раз в субботу и выпустить вязовлог в воскресенье. Но в связи с некоторыми обстоятельствами я понимаю, что в выходные снимать у меня не получится, поэтому, наверное, вязовлог выйдет завтра. Хочу вам показать, у меня теперь есть новенький букетик для кадра, так сказать. Да, конечно, уже осень, но, в общем, увидела букетик, захотелось очень приобрести. Уже мне поднадоели мои одни и те же цветочки. Вот. Ну, вам может быть все равно, но мне, в общем, хочется разнообразия. Букетик у меня вообще состоит из двух частей. Изначально хотела заказать только вот этот. Ну, это с Алиэкспресс. И, в общем, там была такая типа акция, не акция. В общем, вот так букетик, вот эти розочки 150 рублей. А если берешь с веточкой, то получается 160. А веточка отдельно 90. Вот. Ну и, в общем, я решила все это дело соединить, чтобы было покрасивее. И вот такая композиция у меня получилась. Вот. Ну, это так, для фотографий, для видео положить. Я люблю, когда что-нибудь красивенькое в кадре мелькает. У меня еще есть там покупочки с Алиэкспресс. Пришли, в общем, все в одном пакете. Но они не совсем вязальные, поэтому, в общем, показывать не буду. Там мышка для ноутбука, тряпочки для уборки. Ну, в общем, такое. Ну и с рукодельного у меня только вот глазки. Я очень давно хотела заказать глазки глиттерные, но чтобы они были небольшого размера для маленьких игрушек. Вот. Очень порадовали меня заглушки. В этот раз пришли такие вот обычные маленькие. Взяла 10 миллиметров и 9. Вот. Кстати, доставка была вообще супер быстрая. Я 15 числа заказала, а 24 они уже пришли. Вот. Пришли в пятерочку. В общем, буквально там 9 дней прошло от момента заказа до получения. Прям, ну, Китай радует меня. А сейчас хочу показать. У меня есть вот такие вот тоже глиттерные глазки, но они большего диаметра. Это 15 миллиметров вроде бы. И у них вот такие вот заглушки. Такие вот толстые. Я их и подпаливала, и нагревала, и зажигалкой. В общем, что я там не делала. И ножницами проковыривала здесь дырку больше. Ну, в общем, очень такая сложная заглушка. В общем, я ими редко пользуюсь, потому что, ну, практически сейчас плюшем не вяжу. А раньше я их использовала для зайчиков. Вязала больших зайчиков, мишек, и вот глазки туда отлично подходили эти большие. Солнце зашло. В общем, как обычно. Когда я снимаю, погода портится. Ну что, теперь хочу показать свои продвижения. Так, начну, наверное, с вот этой вот красотки-балеринки. В принципе, как я и думала, сначала мне игрушка не нравится, но когда я ее уже оформляю, все доделываю, в принципе, она становится более-менее симпатичной. Вот такая вот у меня она получилась. Здесь я просто веревочку привязала. Ну, наверное, вот поменяю на вот такую ленточку. Хотя не знаю, наверное, слишком широкая. А может быть и ничего. Я здесь еще не отрезала. В общем, ленточку не отрезала. Она у меня большего размера, чем нужно было на балеринку. Все дело в том, что я так и не определилась, оставить эту юбочку или сделать, может быть, юбочку поменьше. А эту оставить для какой-нибудь другой куколки. В общем, юбочка вот такая вот
очень пышная, большая получается. Больше так на какую-нибудь принцесску бы такую. Ну, у балерины, наверное, все-таки юбка должна быть немножко поменьше. Пачка, да? Юбка, пачка. Ну, в общем, не знаю. Вроде бы и нравится, а вроде бы и нет. Ну и так как до конца не решила, как оно будет, пока не отрезала. На вот эту вот юбочку у меня ушло ровно 2 метра фатина. У меня вот здесь вот остался еще метр. Ну, я покупала по 3 метра. Делала все точно, как Маруся Прокопенко делает в мастер-классе. Отрезала полосочки по 4 сантиметра. Ну и, в общем, делала. Но мне кажется, можно было и поменьше сделать. Наверное, в половину. Вот такую вот небольшую юбку сделать. Ну, в общем, пока вместе она у меня так полежит. А там я посмотрю. В общем, у меня сейчас совсем другие планы на вязание. Поэтому пока она будет так красоваться. Так, далее у меня есть вот такая вот корзинка процессиков, которые нужно будет закончить. Я в этом месяце все-таки планирую снять видео о готовых работах за лето. Вот. Ну, буду показывать, конечно, только те, которые у меня есть в наличии. Но остальные, наверное, фотографии вставлю. Ну, в общем, до конца еще не продумала. В общем, у меня теперь кроме слова «вот» есть еще слово «паразит» в общем. Ну и так. Так, вот, в общем. Связала вот такие вот авокадики. Я их уже показывала, и у многих вы их видели. Вот такая, в общем, парочка. Осталось мне только оформить, вышить белочки, бровки, там ротик и повесить карабинчик. Это для магазинчика. Так, этого пухляша я вам уже показывала в предыдущем кусочке. Я ничего не оформила. По-моему, у меня не было хвоста, я довязала хвост. Он так сливается. Но на самом деле в реальности он не такой прям. Ну ладно. Этого малыша надо доделать. Дальше, как я уже говорила, я хочу вязать по 2 тигренка хотя бы в месяц. Если получится больше, значит больше. Вот. Этого тигренка вязала из Cotton Gold. Еще нужно его оформить. Кстати, у меня здесь такие вот дырочки остались. Надо будет убрать. Поставила глазки. В общем, не знаю, 10 миллиметров поставила. Они какие-то большие такие получились. У меня такое ощущение, что с каждой игрушкой, мне игрушка все меньше и меньше становится. Вот это у меня уже получилось не 14 сантиметров, а 13. Вот, вроде бы крючок тот же, все тоже, но игрушки получаются меньше и меньше. У меня же тут все детальки готовы, и ушки, и мордочка, даже вот хвостик есть. Но я его пришиваю. Конечно, можно и ввязывать, но он тогда ровненько так. Мне не хочется, я хочу все-таки его так на бочок. Вот. В общем, все лежит. Нужно будет все собрать. Специально навязывая, но ничего не собираю, чтобы себя замотивировать в конце месяца все пододелывать. Так, ну и главный тут герой мероприятия — это вяжу я тут из велюра вот такого вот тигренка. Как я и говорила, я уменьшила на 1 ряд голову. В общем, побоялась, что голова будет вот такая вот большая, но вряд ли она такая получится. Я, в общем, зря это все сделала.
Смотрите, какая разница. И вставила здесь уже новые глазки. Правда, еще заглушки не делала ничего. В общем, хочу так немножко еще подзакрыть голову и посмотреть, в том ли месте их вставлять. Потому что я в ширине убрала один ряд, а в высоту все-таки добавила. Потому что, ну, какая-то низенькая голова получалась. Хотя, может быть, я ее, когда наполню, она расширится. Ну, в общем, не знаю. Ну, вот эту прям сильно раздула. Я думаю, разницу видно. Кстати, сюда бы тоже вот эти вот глазки можно было бы вставить. Но, когда этого я вязала, глазок еще не было. Вот. Смотрю я, в общем, на эту игрушку. И почему-то мне кажется, что это не тигренок, а именно котенок. Такой рыженький котик. Но вообще хотелось, конечно, тигренка. Но посмотрим. Может быть, тигренок превратится и в котенка. Хотя, в принципе, что тигренок, что котенок это одно и то же. Угу. Просто ушки другие. А так, в принципе, котенок-то тоже может быть с коричневыми полосками. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Так, в общем, вот такие у меня процессики. Одна готовая работа. Но у меня там еще другие работы собранные. Я котика собрала. Слоника не собрала. Слонику нос я так и не сделала. Вот. Но мне надо эти пару дней повязать в магазин игрушечки. Так как все это время я вязала, но так их и не смогла отвезти. Ну, в общем, разные обстоятельства были. В общем, надо в магазин немножко ассортимент добавить, так как там продались игрушечки. И буду все остальное заканчивать. Чтобы вам было поинтереснее посмотреть видео о готовых работах. Вот. Ну, в принципе, у меня еще целых 5 дней есть. Я думаю, что все успею. Что-то еще хотела сказать, но что-то как-то не помню. Надо взять за привычку записывать все, что хотелось сказать в видео. Вот. В общем, буду на этом заканчивать вязоблог. Что вспомню, запишу, расскажу в следующем вязоблоге. Ну, точно что-то забыла. Что-то вот все думала, надо не забыть рассказать, и все равно забыла. Как обычно, говорю вам всем огромное спасибо. И особенно большое-большое спасибо всем тем, кто поздравил меня с днем рождения. Это было очень приятно, что кто-то посмотрел видео, запомнил и поздравил. Да, в общем, неожиданно так было. Спасибо огромное и за поздравления ВКонтакте, и в Инстаграм. Всем-всем большое спасибо. Также огромное спасибо за просмотр этого видео. И всем пока!